Так, друзья мои, я вас всех приветствую. Тёмыч, привет. Привет. Как дела? Нормально. Красава. Где мои красотки? Всем привет. Привет, красотки. Привет, мои сладкие. Ай, моя булюка. Так, мы собрались. Сейчас скоро выезжаем. Поедем в Райгаз. Наташа напишет заявление на отключение мне газовой колонки и газовой плиты. И заедем там в страховую, потому что в Сочи было альфа-страхование. Здесь у нас уже другая страховая компания. Нужно печать поставить, чтобы было все в порядке. Ну и по пути там посмотрим. Там Тёмке надо обувь заехать забрать. В общем, дальше все увидите. Будет, как всегда, интересно. Да, в общем, мы, как всегда, начинаем. Вам хороших просмотров, а мы погнали. You drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Надеюсь, очереди не будет. Да нет. Там же недолго вообще-то. Да не бывает, там кабинки по человека 4 где-то. Вот они все принимают. Фух. Так, пойдемте посмотрим что-то. Пошлите. Так, рисуешь? Что ты делаешь? Как тут хорошо, да? Классно. Да. Да. Наша мама там газ оформляет. Что, нравится? Бери, бери. Бери, рисуй, собачку рисуй. Собачка красивая будет, да? Вот так собачку. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. А? Вот, молодец. Ой, художница, а? Рисуешь? Цветочек. Тик-тик-тик-тик. Тёмка где? Тём, ты что делаешь? Что делаешь? Тоже заявление пишешь? Тоже заявление? Давай будем рисовать. Они пусть своими делами занимаются, да? А мы будем рисовать. Ну, мы хорошо. Вот так, вот так. Привет. Все, а дочка вообще уходить не хотела. Начала капризничать, ей так понравилось это рисовать вообще. Да, Булька. Так дергается, руку надо стабилизатор срочно, да? Пойдем в машину сядем. Угу. Так, все, ребят, мы вышли. Рассказывай. Все, сказали, через недельку где-то все будет готово. Они посчитают, сколько по стоимости, и приедут. Да, он сказал, это быстро будет. Ну, так что... По стоимости я не знаю, сколько это. А он не говорит, что это проект будет менять? Нет. А что он мне тогда сказал, что это проект будет менять? Ну, я не знаю, он вот позвонит, он сказал, этот посчитает, позвонит, говорит, приедем, сделаем. Он говорит, ну это быстро. Говорит. Ну и правильно, мне как раз сейчас там начинать нужно будет все это делать, рушить. Вот. Нормально, хорошо, у них кондиционер работает. Верку посадила, она так ножки на стул села. На садике она тоже хорошо будет. Там в садике как раз тоже такие столики. Да, она тем более рисовать очень любит у нас. Она может сутками рисовать.
Правда, там садик в шоке будет от нее, а? Потому что она все может зарисовать. Там, ты в садик пойдешь? Очень надеемся, что ей понравится. в С садике. Веркой пойдешь? Так тебе в школу уже пора. Еще нет, да? Еще можно с Леркой сходить, да? Покажи, Зай. Внутри, конечно, знаешь, что минус, неудобно этих нет. А, мне это общий, да? Под тетрадь всего 2 кармашка. Что, хочешь такой? Да, хочу. Точно? Будешь что-то тут носить, да? Да? Держи. Пойдем померяем. Красавелла. Ты в школе готов? Нет, не готов. Почему? А это чей? Что тут уже шматье? Сколько? А ну повернись. Клево, да? Это встроено, да? Как сказать? Ну да, сшитая. Сшитые. Это чьи? Вот рукава, они вот вшитые, да? Вот? Тебе нравится? Аш? Нравится? Берем? Все, берем. Смотри, это кто? Это что за девочка? Манжеты застегивать. Это что Да, за Зай? девочка? А, Не нужно. да класс. А вот это, а поменьше есть раз? На один. Чтобы в рукавах сильно не было. Ты куда прешь? Это кто там маленькая девочка? Давай, снимай. Это кто? Это где этот размер брал? А? Овец, а? Мужик. А? А? Красавчик. Угу. Ты готов? Нет. Мы тебя принарядили? О, красава. Ну это все поправится, все это. Да. Четенько все. Первого отснимем, да? Красава, да. А как? Вот так. Да. И ты видела твои джинсы, сапоги? Угу. Сейчас поедем. Уже 11, представляешь? Все, давай к маме заедем и поедем уже, да? Вообще легкие, видишь? Да. Так, заехали еще в Элберис. Семки забрали обувь такую. Ну, дома бегать, гонять. Взяли. Вот. Потому что егошни уже подустали. Да, и ножка тоже растет, они вот регулируются. Ну, такие обычные чисто, да. Ну, померили нормально, ему все понравилось. Все подошло. Так, все, мы уже подъехали. Представляете, ребят, не было в магазине пакетов. Так, я говорю, не было в магазинах пакетов. А, да, она дала вот этот, знаете, ну, сумка крепкая, здоровая, да, этот, как сказать. Ну, здоровая, там она стоит 200-литровая. Но она и стоит тоже, а по сути, зачем она нам, да, нужна? Подключите автомобильные зарядные устройства. И это, сейчас подключим. Вон, Бимка уже на этом. Я говорю, не надо, и взял корзинку в машину, так высыпал, как раз пакет этот Икея заберем. В общем, что, время уже 12, обед, считайте, вот все. По сути, ничего не сделали. Что мы съездили поставили печать полюс, да? Ну, перешли на страховой, потому что у нас в Сочи было альфа страхование, да, тебе, кстати, тоже, Наташа, надо. А здесь Ингосстрах или Росгосстрах, ну, суть не в этом, да. Они там все в себя, в свою базу берут. Это дело в том, что если даже что-то случится, здесь страховая не сможет принять, потому что ее нету здесь, да, как бы. Все хорошо, все спокойно, поэтому я не знаю, мы сейчас пока туда-сюда пообедаем, и я чем-то начну заниматься. Ну, скорее всего, пойду в ванну и буду пеноплекс и теплые полы подготавливать, маечки выставлю, а там уже дальше, ну, посмотрим, как пойдет. Поэтому, когда вы говорите, что вот там ремонт там долго-недолго, ребят, вы сами понимаете, что здесь вот обычные простые дела, просто взять, съездить, что-то сетовать, и уже полдня нету, считайте. Сейчас поешь туда-сюда, обед, и там не останется 3-4 часа для работы, что-то сделать, понимаете? Поэтому вы понимаете. Но мы пошли переодеваться, обедать, вам тоже приятного аппетита, и продолжим, наверное, работать. Вот, в общем, мы погнали. Так, ну что, мы пообедали, подкрепились от души, как говорится, немножечко отдохнули. И сейчас приступим к работе.
Так, будем продолжать в санузле. Нужны уже эти черновые работы заканчивать и уже приступать к гардеробной комнате. Так, что мы видим? Мы видим стяжечку, нашу разводку водопровода. В общем, нам не хватает теплого пола. Сейчас мы будем здесь стелить пеноплекс. Пеноплекс толщина 3. Сверху мы будем крепить сетку. На нее уже будем вязать контур теплого пола. Выставим маячки и все дело это зальем. Но сегодня, скорее всего, мы не успеем залить, потому что время поджимает. Хотя, кто его знает? Как пойдет, как попрет. В общем, посмотрим. Заранее, говорится, загадывать не будет. Тихо-тихо едешь, дальше будешь. В общем, как всегда, будет интересно. Мы начинаем. Так, смотрим, что успели. Успели немного, конечно, но хотелось бы больше. Пеноплекс кинули, сеточку кинули, теплый пол трубу намотали. У нас использовалась труба металлопластиковая. Фирма у меня Valtec, 16 труба, толщина 2 у нас. Вот, 2 миллиметра. Накидали, кинули, везде сделал теплый пол, везде. Не важно мне, будет там ванна стоять, не будет, будут у меня шкафчики, не будут. Ванна — это помещение большой влажности. Здесь полы лучше делать везде. Где-то капля, где-то что-то затечет, потом вы что будете там ванну отодвигать, оно все спокойненько высохнет и все будет прекрасно. Нигде преть ничего не будет, все будет сухо и хорошо.
Вот, осталось что у нас? Выставить маячки и все это дело залить. Залить здесь, но это уже, конечно, будет другая история. Вот, но, как говорится, было бы желание, все сделаем. Вот. Так что у нас дальше? Дальше здесь у нас уже линия наша пошла многочисленных труб. Я кое-где их посвязывал, кое-где подмотал, где порвал случайно. Это наша система, это не всего дома. Ну, у нас получается кухня, гостиная, наша спальня сюда выходит, там радиаторы, батареи, некоторые определенные. Вот, это все зальется. У нас вот здесь вот так получилось. Хорошо, что я везде подписал. Это очень хорошо. Я перепроверил все трубы. У меня везде стоит, у меня подписано, где подача, где обратка. И откуда эти трубы пришли. Вот, это тоже очень важно знать, где, чтобы нам знать, какой контур, как регулировать его. В общем, у нас же коллекторная группа, она с расходомерами. Соответственно, мы будем регулировать подачу горячей воды. Конечно, хорошо, когда контура все одинаковой длины, тогда и регулировать намного проще. Вот, но у нас, соответственно, длина разная, а так все хорошо. Это вот еще у нас виток пошел. Это теплые полы с Тёминой уже, как говорится, наша, где спальня должна быть. Там мы на полкомнаты завели лерки полностью, мы теплые полы сделали, и радиаторы батареи. Вот видите, красным фломастером это у нас подача, везде я пометил, это хорошо. Остальное обратка, и где, конечно, будет, потому что мне эту всю линию, прораб, здорово, как дела, красавелла. Что-то говорят, ты порыжел, там, да не знаю, вроде нормально, может так через телефон передается, потому что раньше я на камеру снимал, вот, камера сломалась, сейчас я снимаю на телефон. Барян, как дела? А? Красавелла, все нормально? Работать будем. Когда это все зальется, я так успокоюсь, потому что я уже устал на это смотреть, об это спотыкаться, на это наступать. Это все зальется, соответственно, здесь тоже будут теплые полы, это будет гардеробная комната. Вот, единственное, я не знаю, что мне лучше сделать, теплые полы сначала и потом снести стенку, или наоборот. Просто туда ходить как раз мне было бы удобнее, эта стена бы мне не мешала. Ну да ладно, там в принципе не так уже сильно это все мешает. Песок у меня все есть. Я поехал, кстати, купил еще цемента. Цемента я взял 8 мешков. И здесь есть цемент. У меня тут 2, 4, 5, почти 6 мешков. Я думаю, мне этого хватит. Вот. Зальем теплые полы и уже здесь спокойно начнем работать. Уже одно маленькое дело доделаем и начнем сносить стены, убирать это старое отопление. Кстати, по заявлению уже все вы уже сами в принципе видели, мы написали, сказали, они неделька вторая с вами свяжутся, объявят стоимость работ, приедут, отрежут, и уже хорошо, этой трубы не будет, уже будет все хорошо, спокойно и культурно. Да, Баряшка? Барян, да. Так, друзья, у нас уже следующий день настал, хороший, такое доброе утро, прекрасное. На часах 7:30, да, сейчас мы поедем, повторную прививочку Лерки сделаем, за все закрепим и будет все отлично. Как раз надо было нам в фикс прайс заехать кое-куда. В общем, как всегда будет интересно, да? Угу. Тем, ты рад хоть? Да. А? Доча, привет. Привет, маленькая. Что, не хочешь ехать? Не хочет, да? А? Не хочет. Малика. Так, ладно. Застегивайтесь, пристегивайтесь, мы погнали. Все, давайте дальше увидимся. Сразу сделали 2 прививки. И, в общем, молодец, она выставила. Маликая, ты где? Ты выставила? Да, устала уже. Были у зубника. Зубника тоже печать поставили, там все он посмотрел. И нужно будет этот... кто там остался? Хирург, окулист и лор. Вот, хирург, окулист и лора пройти. В принципе, все, она в садик готова. Если бы у нас справочка была, она уже бы пошла в понедельник, да? Угу. Вот, ну ничего. Так, на почте тоже были, посылочки забрали. Я не знаю, что там нам сейчас. Сейчас фикс прайс поедем, потому что надо кое-что купить. Тетенька, ты что взяла? Что? Мишку она взяла. Мишку такую. Мишку. Какая красивая расческа, да, дочь? Красивая, вот.
Красивое зеркало, да, дочь? Нравится, да, дочь? Так, пошлите дальше. Что хотел? Там только монопод, ну такая. А где? Мелкие, да? они? Не, ну двигайте, ну это просто, да. Не, ну хотя бы хоть какая. Потом возьмем, закажем. Так, все за рулем, все пристегнуты. Берем. Так, друзья наши, ну все, наше путешествие заканчивается потихоньку. Тебе зубную пасту купить? Молодец. Голова все помнит, красавела. Да у нас есть такая. Это у тебя зубная паста, у тебя своя, а у нас нету. Это у тебя такая фруктовая, которую ты там не чистишь, а по-моему ешь ее. Что-то она быстро заканчивается. Иди сюда, иди. Будешь общаться, а? Тебя многие ждут, любят тебя, говорят, как там, Боря. А что ты сразу спать? Расслабился немного, да? Заму все обязанности передал, да? Сам говорит, я в ночную смену сам пошел отлеживаться. А? А, Мурлыка? А? Что там такое? Вот он сейчас побелел, да? Кто-то говорит, порыжел. Да нет, нормально, он светлый. Вчера, кстати, смотрели ролик, это наш второй ролик, по-моему, мы же за ним, когда поехали, он вообще вот такой был. Там месяц ему, наверное, был, поэтому сейчас вот считайте, сколько, 9 месяцев, наверное, только вот. Будем подводить итоги, что у нас получилось, что мы сделали. В общем, по сути, что у нас пролетело 1,5 дня, из работы таковой я практически ничего не успел сделать, постройки, ремонта. Но так бывает, так случается. Потому что мы еще не ездили к определенным врачам, а это поликлиника. Я объясняю, что у нас детских специалистов нету, и мы пойдем к взрослым специалистам. Да, их там немного, всего 4 специалиста, но к ним нужно попасть. Да, это живая очередь. На ребенка талончики не дают, просто говорят, стойте в живой очереди. Вот. А живая очередь бывает просто громадная, громадущая, и не все люди охотно пропускают вас, ибо то дети были, не дети, потому что многие просто приходят и говорят, все, у меня время, я по талону, мне все равно. И говорят, я тоже больной человек, все того и все, и как бы, вот. Кто-то с пониманием относится, то, что маленький ребенок, хотя многие говорят, что, да, с детьми нужно без очереди пропускать. Ну, в общем, каждый там по-своему, да, как-то это толкует, определяет, как бы. Я в этих планах понимаю, потому что я знаю, что такое маленький ребенок, особенно когда он бывает капризничает, когда жарко, душно или что-то ему некомфортно, обстановка не та. Вот, с этим бывает прям тяжеловато, и, пожалуйста, я как бы, почему бы нет, немного отвлекся от ремонта, и мне это было, знаете, как-то даже приятно. Не в том, что я там отдохнул как-то, потому что стоя в очереди с детьми, по-моему, ты не очень сильно отдыхаешь. Вот, но отвлекаешься, конечно, ты больше остаешься с семьей, с детьми. Вот, и это хорошо, это мне понравилось, да. Поэтому нужно и не только как бы в таких моментах времяпровождения находить какое-то уединение с семьей, да. Но я даже не считаю это уединением, потому что уединение это нужно куда-нибудь поехать реально на природу. На природе мы отдыхаем, мы кайфуем, потому что там тишина, спокойно, птички поют, нету суеты, шум машин, пыли какой-то, просто ты вот спокойно отвлекаешься от всего, желательно тоже телефоны выключить. Не, ну один мы оставляем, потому что на всякий случай, мало ли. Вот. И спокойно проводим свое время, потому что отдыхайте, находите время. Я понимаю, что многим интересно смотреть, как протекает ремонт, многие спешат его побыстрее увидеть. Вот. Ну, увидите вы, а что потом? Хорошее же нужно растягивать, правильно?
Давайте его растянем, да? Хотите, я его буду 5 лет делать? А? Я шучу. Нет, конечно, 5 лет мы его не будем делать, хотя я встречал и такое. Но в любом случае, я же говорю, будет чистовая все сделано, все прекрасно уже будет. Уже голова уже не будет болеть. Мы уже говорили за тематику канала, что на этом канале будет более такого, знаете, семейного, разговорного, поездок, каких-то покупок, отдыха, да, будет вот такое, более душевного, да. Ну и ремонт, конечно, будет у нас он здесь, на этом канале, да. Вообще мы хотели, чтобы больше было в основном ремонт на том первом нашем канале, но пока там еще ничего не известно, поэтому мы пока здесь с вами, вот. Но все равно мы этот именно канал хотим сделать более влоговый, более разговорный, понимаете, мы хотим собрать вокруг себя ту аудиторию, которая будет это полезно, они будут оставаться с нами, мы будем им интересны, да, чтобы такого не было, допустим, да, мы раз ремонт у нас шел, ремонт закончился, все, бух, там все, пока вы нам не интересны, мы не хотим вас смотреть, все. Вот. Поэтому мы хотим тематику эту вот как-то разделить, плавно, знаете, сделать, там сделать больше ремонта, здесь сделать более такого семейный канал, да, тем более вот Наталья начнет свой влог, у нее будет прям такой вот. Ну, это, наверное, будет больше женской аудитории, потому что это будет организация и хранение, постоянные уборки, какие-то там готовки, что-то. Вот она будет в доме, вам тут интерьер, дизайн, вот это все показывать, все вот эти штучки, побрякушки, там какая-то мода и всего прочего и прочего. Вот, здесь будет более влоговый, да, у нее канал. Ребята, там не будет определенно у нее, знаете, вот кулинария и все, потому что опять же, кулинария это определенные люди смотрят, да, и именно им нужна там готовка, а здесь будет более тоже такое душевное, спокойное, хорошее, вот, семейное, да, это будет схожий канал, возможно, вот, как у нас домик у озера, да, ну, я думаю, он будет более такой нежный, вот, душевный, мы, конечно, тоже его будем поддерживать, да, мы там будем присутствовать, это нет, буду заглядывать, смотреть, бодрить вас, да, как говорится, поддержим от всей души, да, поэтому я очень рад, что мы сегодня проездили вот эти 1,5 дня, куда-то, пускай даже по врачам, что-то как-то, я этому рад, потому что мои дети тоже рады, когда они рады видеть меня. Особенно Леруська, это вообще, она же сейчас начинает бегать, везде лезть, понимаете, а я работаю, вот еще раз объясняю. Ну, я в прошлом видео не хотел об этом говорить, да, как бы, знаете, там, не то, что там говорит, что нам тяжело или еще как-то, да. Просто многие, когда спрашивают за ремонт, я просто вам объясняю, вот попробуйте жить в доме с маленькими детьми, да, и делать ремонт. Я не говорю за тот ремонт, который просто взять обои переклеить или что-то, а вот полностью вам снести вот эти стены старые, штукатурку, вот эта пыль, грязь, бубув. И вот это, вот скрываться от этой, прятаться от пыли, когда Наталья каждые 10 минут бегает, там эту пыль протирает, она там... Все говорят, как она живет? Я один раз прихожу, говорю, а что это за пыль, говорю? Говорит, да я только 10 минут назад протер. На самом деле так и получается. Пыль, она везде летит. И это очень плохо, потому что мы стараемся, чтобы ее не было, особенно где мы спим, чтобы дети этим не дышали. Ребят, это тяжело. Другое дело, когда ты просто приезжаешь на объект, ты здесь не находишься, не ночуешь, не спишь, ты открыл все, там окна настежь, там все, двери разэтовал и спокойно работаешь, понимаешь? Ну, все равно ты как мужчина, как бы, да, ты более к этому, как бы, подходишь, да, детям ты же маски противогазы не оденешь, чтобы они весь день в этом ходили, понимаете? Поэтому надо стараться, я занавешиваю каждой комнаты, стараюсь как-то, чтобы пыли это не было, потому что это на самом деле это не очень просто так это все делать. Глядь, на депрессию уже от этого ремонта начинается. Ничего, сделаем. Уже много сделано, уже больше сделано. Мы обязательно это тоже сделаем. Вот. Суть о том, что вечером приходишь, ну, и
Лерка, она, знаете, как она рада. Тёмка, ладно, он выбегает здесь, где-то бегает, что-то там помогает, там взрослый. А Лерка, за Лерку надо смотреть и присматривать, да. И Наталья на улице и под солнцем ей тоже нельзя находиться, потому что солнце противопоказано, да. Пока восстановление все пройдет, и поэтому есть такие моменты, как бы неудобные, понимаете, вот. Стараемся где-нибудь так вот в тенечке, чтобы она с ней погуляла, потому что все это влияет, как бы, все это совмещать сейчас как бы не очень удобно, не очень удобно. А вот поэтому я говорю, когда чернота это уже закончится, она будет везде бегать здесь. А знаете, что вспоминаю? В Сочи, когда я сделал пол теплый, пол все застелил, а мы тоже переехали и жили там, я не знаю, жили. Это сейчас вот хорошо как смеялся, что ванна на кухне достоит. Да я бы только за радости там в Сочи бы увидел, если бы у меня на кухне ванна стояла. Там не было никакой ванны, ничего, мы переехали, тазичек был вот так, пошел, обмылся как-то что-то, вот такие были условия. Я же говорю, когда я сделал напольное покрытие, включил пол, Тёмка вот так просто лег на этот пол, он такой радостный, довольный был, теплый пол, он просто валялся на нем, он кайфовал, вот это и классно, они все здесь будут бегать, играться, я не буду ни за что бояться, понимаете, что там пылью где-то надышится, и на инструмент наткнется еще, не дай бог, да, еще что-то. Поэтому я же говорю, сейчас это все совмещать, ребят, это не совсем удобно, если вы представления не имеете, как вот происходит этот ремонт, вот, как здесь все вообще происходит, вся эта жизнь наша, я вам скажу, мы духом не падаем, я вам так скажу, да. Поэтому не думайте, что здесь все так легко, по вот так волшебной палочке, все так прекрасно, да. Если кто не знает, да. Если кто знает, конечно, многие они понимают. Они даже вообще не представляют, как вы здесь живете, делая такой ремонт, я вообще не представляю. Ребят, справляемся как-то вот так. Да, а как по-другому? По-другому никак. Есть определенный товарищ, кому-то, допустим, не нравятся длинные ролики. Ребят, если вам нравится работа моя, стройка, вы можете ее посмотреть, и все. Многие из вас знают, что в конце у нас идет разговорная тема, ибо чтобы в начале не затягивать это, да, мы поработали, и в конце я всегда уже обсуждаю, что мы сделали, какую работу проделали. Я чем-то с вами советуюсь, как поступить, как сделать, да, расспрашиваю советы. И в конце, в принципе, если вы уже, если не первый день смотрите нас, тем более вы все знаете, что в конце идут всегда разговорные темы. Вы просто можете посмотреть ролик и дальше просто не смотреть это все. Вот. Просто вы его опять же начинаете смотреть, опять же, вы знаете, да, в ком я. Вот, и говорить, ой, так затянулось, ты там столько болтал. Так зачем вы опять это смотрите? Я же вам уже не раз говорю, не надо на это смотреть. Работу посмотрели, и все, идите баньки спать, да. Доброй ночи, все, ложитесь на подушечку вот так, хорошо, и засыпайте. Засыпайте с хорошими мыслями, да, чтобы всю ночь я вам не снился со своими долгими разговорами. Вот. Так что, это ничего страшного. Разговаривать нужно. Нужно разговаривать и говорить и по душам, потому что этот разговор многие ждут. Если вы знаете, больше как-то было много высказываний, то, что не нужно это разговоры, зачем там вот это, то посмотрел это. Вот как один раз недавно кто-то написал, это мне вообще комментарий понравился, он был адресован в плане детсада, опять начали разговоры, надо, не надо, рано, не рано, я педагог, я тоже педагог, там уже и педагоги начали между собой, я столько-то работала, я лучше знаю, нет, лучше вот так. И единственный один лишь человек написал, вот это красавчик, я вот честно уже не помню, это была девушка, возможно это женщина, для меня вы все девушки, вы все будете молодые, красивые, цветущие, как говорится, вот. Спасибо вам громадное, что вы нас поддерживаете, вы мои милые, дорогие. Вот, единственный человек написал, ребята, не надо никому что-то говорить, чего-то доказывать, просто вы родители, вам лучше знать, все. Это был простой, обычный ответ. И вот я вам говорю, мы родители, и нам лучше знать. Знаете, если бы вы все пишете, чего-то хотите, не все, я не все говорю, не многие, да, но вы чего-то пытаетесь требовать, чего-то ставите в пример. А мало тех людей, которые просто говорят, ребят, да это все ерунда.
Главное, чтобы дети были счастливы. Это все ерунда. Зачем расти то, от чего человек не будет счастлив? Я думаю, каждый ребенок, если он вырастет счастливым, он поймет эту жизнь, да, поймет, как жить, для чего жить, понимаете? Когда у него будут нужны ценности в этой жизни. Счастье не от количества. Да, материальное благо нам нужно, да, мы живем сейчас в таком мире, да, где без денежек никак. Это я ничего не говорю, да, и как кто говорят, с милым рай в шалаше до первых заморозков, я ничего не спорю, да, чтобы каждое дитя было счастливо. Воспитание, конечно, друзья, можно разговаривать много, у всех свое воспитание, кто-то там говорит, надо воспитывать так, воспитывать так. Я считаю, это самое правильное воспитание, чтобы дети были счастливы. Не чтобы они были супер умные, какие-то, я не знаю, там спортсмены, достижения, что-то там они выиграли, все олимпиады, получили все золотые медали. А для кого это? Для вас? А для них что? А нужно ли им это? А счастливы ли они? Мы в последнее время стараемся, чтобы показать, сказать, вот, смотрите. Посмотрите, перейдите, мой сын знает столько-то языков там и еще прочее, прочее. Вот, посмотрите, как он живет обеспеченно, еще прочее, прочее. А счастлив он? Счастлив он может просто быть, знаете, вот, как говорят, понаружи, а внутри, душевно, духовно, да, как он счастлив, нет? Спокойна ли его душа, спокойно ли он дышит. А знаете, это кайф, когда ты спокойно дышишь. Спокойно, когда ты дышишь легко. Когда ты ни о чем плохом не думаешь, и тебе так дышит, ты не можешь надышаться. Это просто божественный такой воздух. Это вообще непередаваемо. Непередаваемо, знаете, когда выходишь, такой снежный мороз, и ты вдыхаешь его с таким кайфом. Представляете, каждый вдох это дает вам такой кайф непередаваемый. Вы просто, не просто живете, вы, я не знаю. Вот это и есть кайф. Кайф этой жизни. Когда не тяжело тебе, не трудно дышать. Ты постоянно за что-то переживаешь, где-то что-то никак, а ты... я всем желаю, чтобы вот так широко душой дышали с кайфом. Просто кайфовали от каждого вздоха. Вам это так нравилось. Это же вообще просто непередаваемо. Пусть всех у вас будет так. Будет так хорошее настроение, позитив, только хорошее. Не забывайте, что у каждого счастья оно свое. Иной раз доброта может тоже очень сильно навредить. Спрашивайте своих родных и близких, чего они хотят. Что они хотят, чтобы, возможно, вы для них сделали. Чтобы они больше вот так дышали. Дышали широкой душой, смеялись, улыбались и кайфовали от всего от этого. От неба, от звездочки, от тучки, от травинки, да от всего. От души, мои дорогие, я вам только этого желаю. Цените друг друга, любите друг друга, уважайте друг друга. Хочу просто, чтобы все у вас было хорошо. Возможно, разговор затягивается, я много разговариваю, но после этих разговоров и у меня происходит, знаете, такое какое-то, возможно, маленькое облегчение. Я с вами выговариваюсь, и с вами общаюсь, да. Я с вами делюсь, потому что вас немало. И каждый для себя, если что-то берет хорошее, приятное, я только буду рад этому. Да, тебя касается. Все будет хорошо. Не, духом не будем падать. Потому что я читаю и отвечаю, и вижу, что, ребят, у многих есть свои проблемы, свои неурядицы, но вы молодцы. Молодцы, вы держитесь, вы встаете. Кто-то вообще просто молодец, он просто лежачий встал и пошел. Встал и пошел. Есть, кстати, такая песня. Встал и пошел. И пошел, и пошел. Ребята, помните, вы должны это сделать. Ладно, мои друзья, мои хорошие, дорогие.
Я вас еще раз хочу от всей души поблагодарить за вашу подписку, за то, что вы остались с нами, за то, что вы нас поддерживаете, как и всегда. Спасибо вам громадное вам спасибо за это от всей души. Я стараюсь с вами тоже делиться хорошим, позитивным, добрым. От всей души хочу сказать, пусть все у вас будет хорошо. Счастья вам, здоровья вам большого и громадного. Берегите себя, мои дорогие. Вот, как всегда, надолго не прощаюсь. Вот скоро мы обязательно увидимся. Так что духом не падайте, заряжайтесь, мотивируйтесь. Пусть все у вас будет хорошо. Улыбайтесь чаще, потому что улыбка, с улыбкой вы неотразимы. Да, кто красавчик? Вы красавчики. Кто у нас красоточки? Да, вы все же мои хорошие красоточки. Пусть все у вас будет хорошо. Ребята, всем счастливо, всем пока.